В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем привет, мы находимся на китайском сервере. Я сегодня получил новую эксклюзивную ядовичку, змеюку. Вот эту вот, плюс ко всему забрал Лотера. Я тут немножечко собрал эту команду, любопытно было потестить в живых реальных условиях. И из живых реальных условий у меня здесь битва за корону. У нас, по-моему, второй этап, у нас 16-й день сезона. И давайте посмотрим на примере, такой беглый тест на примере башни молний. Я думаю, что все уже знакомы, да, с этой башней. Такой вот у нас здесь топ по урону. По 4 миллиарда люди набивают, почти по 5 за 2 попытки. У нас пока что 2, это, по-моему, всего второй этап. И сначала давайте посмотрим для контраста мою команду Ледяного Взрыва. Я здесь через билдель, у меня здесь переносное снаряжение, то есть с прошлого сезона, с 6-го. Видим, здесь она, вполне неплохо одета. Единственное, что у меня здесь крит урон и крит шанс. То есть я чисто для нее не делал. И не совсем хорошие показатели. Какие есть, все равно. Снаряжение неплохое. Совы у меня нету, поэтому здесь стоит Бладдин. Он у нас на разломе, так что вот так вот. Зорок в урон с артефактом. Филосия в непонятном вот этом сете на живучесть, там какой-то на живучесть. Я уже не помню, что там за эффект. И повышает себе просвещенность на 20%. Чтобы лучше жить. Артефакт, рога видим. И Шину я одел в урон. Так как выбора особо нету, да, поэтому я делаю в урон. У нее здесь очень много атаки получилось, крит урона очень мало. Потому что беда со снаряжением, хотя вот вроде бы и крит урон есть, но как-то вот такой вот контраст из-за артефакта. Кстати, я здесь поставил японскую озвучку. Оленя, кстати, не показал. Олень вот такой. Японскую озвучку поставил. Звучат прям прикольно. Можете попробовать, если у вас давно уже это не стоит. Давайте я вам покажу. Смотрите, заходим. Ух, как она взмахнула. Не, звучит прикольно, гораздо так интереснее, чем на китайском. Итак, давайте посмотрим, сколько они набьют. Я их здесь поставил возле одного элементаля, да, и тайминги поставил вот такие. Набивают они 400 с копейками. Хоть билдель с артефактом, все-таки одна цель, и нету совы. Сова, конечно, добавляет больше веселья. А теперь, собственно, команда яда. Схема снаряжения вот такая. Вот у меня здесь у Лотера артефакт. Видим, да, шприц вот этот. Все это видим. Твич наносит не то чтобы много, там 200 тысяч в секунду у него ДПС. Поэтому он урон не теряет из-за того, что я поставил ему вот эти вот предметы. И зато увеличивается урон у нее, потому что он стоит рядом с ней. И Лотер тоже захватывает атаки. Вот этот сет, он на увеличение, по-моему, на 30% урона от мастерства. Достаточно сильный сет, именно для тех, кто играет через мастерство, просвещенность. То же самое для нее поставил, легендарный сет, обращу внимание, в отличие от билдель, да, у которой мифическое все. Причем там из кузницы, да, то есть хорошие у нее там шмотки, хотя не с крит шансом, но все равно. А здесь обычное, то, что мне уже нападало вот в течение сезона. Тайминги я пробовал разные, то есть порядок для нее. Она у нас ядовитое болото вот это вот делает, да, наносит урон, и плюс потом, пока эти 10 секунд ядовитое болото действует, у нее тут дополнительно вот эти вот все штуки работают. Поэтому я пробовал и так, и сяк, получилось, что почти без разницы. По крайней мере, в рамках моего теста. И я здесь оставил такой вариант. То есть она вместе с Дуранго на разломе, потом Твич, потом Лотер в конце. И я здесь им поставил, естественно, дракончика. С дракончиком заметно получше. А Гог здесь с посохом, поэтому у него 15 секунд. Расстановка здесь вот такая, чтобы хоть как-то распределить урон, потому что когда они в куче стоят, слишком больно прилетает, и один Агок здесь тяжело справляется, они часто умирают. Здесь, конечно же, просвещенность будет стоять. Кстати, у меня дракончику, посмотрите какой. Буквально за 5 минут вот сейчас прокачал, прям очень повезло, талант за талантом, причем именно уникально вот это, да, примагничивался, прилеплялся, присоединялся, только так, и получилось 5 хороших талантов. Итак, Агок у нас здесь, видим просвещенность. У нее здесь тоже точности 140, видим атаку. Просвещенность я выкрутил больше всех остальных, 411, вроде бы неплохо.
сравнивал вот этот артефакт вместе вот с этим... Ой, где он там? Со шприцом. И со шприцом чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше, но вроде бы плюс-минус то же самое. Лотер здесь вот такой. Тоже просвещенность куча и атака, естественно, да? Ну и здесь на повышение просвещенности. Это я вам все показываю для того, чтобы понимание было, что за команда, чтобы оценивать хоть как-то урон. И Twitch тоже какое-то количество просвещено. У меня здесь уже со снаряжением беда. Что смог, то здесь это атака, обычная атака, плоская. Что смог, то поставил. Я пробовал разные таланты вот здесь вот. Кстати, тоже на японском. Прикольно, да? Ладно, не будем отвлекаться. Я таланты посмотрел. Вот эти вот этот на раздачу дополнительного яда на противника и на себя. На увеличение длительности на 3 секунды. Вот этот вот, там, по-моему, увеличивает урон от яда. Тики яда, которые уменьшают. Я что-то попробовал. Ну, получалось либо тоже плюс-минус то же самое, либо хуже, чем вот это. Это у нас при расчете урона от яда, да, который просвещенностью увеличивает. Ну и здесь, чтобы точно хватало точности, я добавил именно вот этот талант, потому что здесь лучше я ничего не нашел. Чтобы уж наверняка хватало с учетом вот этой пассивки у нее, которая есть. Вот это вот, на 35 уменьшение сопротивления. Дуранго здесь на разломе, ну и, соответственно, вот этот мифический предмет у него. И посмотрите, разница довольно-таки значительная. Даже, мне кажется, если я сову добавил бы ледяному взрыву, да, то они бы, конечно, столько не набили точно. Но, справедливости ради, да, все-таки это у нас команда конкретно на урон по площади. Плюс целых 3 цели, а ледяной взрыв совсем для такого масштабирования не предназначен. Поэтому надо делать на это скидку. Но все равно, неплохой урон с учетом плохого снаряжения. Очень быстрые поверхностные настройки, да. Я здесь толком особо не разбирался. И давайте посмотрим сам бой. Почему? Потому что интересно посмотреть, как у нас, во-первых, набираются вот эти эффекты. Обращайте внимание, что происходит на поле, да. Сколько уже эффектов? 84, 30. У Лотера меньше всего, кстати. У нее уже 200 давно. То есть прям на старте уже сразу 200 собирает. У Твича тоже уже почти 200. У Дуранго почти 200. То есть у них у всех уже просвещенность на 200 повысилась. Также я прошу заметить, что Агок тоже набирает те самые эффекты. То есть, я так понимаю, прямой урон ядом. У него это, ну, его навык, соответственно, боевой. Бьет перескоками. И плюс ко всему, возможно, что автоатаки тоже учитываются. Вот он вот сейчас машет посохом, да, и набирает. Я вижу, что набирает эти эффекты. Гораздо медленнее, естественно, потому что он столько урона не наносит. То есть столько ударов не делает. В остальном, видим поддержание ядов на противнике. Также она у нас со своим болотом накладывает уменьшение урона на 10%. Ее яды вот эти вот сильные, они как-то спадают. То есть нам с этим еще нужно работать. В китайском вроде бы я уже и привыкший, но все равно сложно ориентироваться частенько, да, вот с этими со всеми описаниями и нововведениями, которые не знакомы. Поэтому здесь, конечно, углубленную настройку я попробую сделать со временем. Хотя, может быть, уже на тест-сервере появится. Но все равно, 40 ядов держится без проблем. Ну, все-таки 3 ядовика, тем более она это делает гораздо лучше, чем раньше мы это делали. И 15 эффектов тоже часто поддерживаются. Но спадают. Мне бы, конечно, сюда Рейту. Мне бы Рейту вместо Агока. Мне кажется, было бы гораздо интереснее. Но Рейту я не успел забрать, не смог забрать, мне не хватило ресурсов, поэтому выкручиваюсь через Агока. Все равно получается интересно. Команда, я имею в виду. Она здесь 10 вот этих эффектов от дракона, естественно, забрала. 40 эффектов по 0.3 тоже забрала. А, подождите-ка, вот этот... да, это тоже оно. Это получается с сета легендарного 30%. А вот это вот с дракончика. Вот эти вот штучки идут. Насколько я помню. Ну и да, Лотер здесь иногда умирает, потому что урон довольно-таки высокий. Я не знаю, как будет на следующей короне. Там, насколько мы помним, да, очень сильно урон увеличивается. И в 4DD, может быть, с рейтой, конечно, получится, но здесь они на грани живут. То, что Агок набирает просвещенность, это вообще замечательно. То есть он будет у нас лечить гораздо лучше. Такие вот параметры у них: много атаки, защиты не то чтобы много. Обращу также внимание, что у меня здесь, ну, чуть-чуть лучше лед прокачан, чем яд. Яд вообще не прокачан, а здесь
4% добраны. Ну, не то чтобы это, конечно, имеет значение, но есть и есть. Чуть-чуть я успел посмотреть ее на арене. На арене, конечно, сложно. То есть, когда нам позволяют условия, она... И снаряжение, естественно. Ну и противник. Ну, противник, это я имею в виду условия. Когда нам позволяют условия, они, вот как я с Китая показывал, не так жестко, конечно, у меня здесь ловкача нету, артефакта нету, но наносят довольно-таки неплохой урон. Здесь вот я попробовал такую команду, первый набросок, и она вот со старта, видим, 630 тысяч. То есть, когда слабенькая команда противника, она довольно-таки быстро забирает главного ДД. Но когда команда сильная, то, конечно же, Фаэса, кстати, очень неплохо блокирует наложение вот этих ядов на старте боя от Дуранга. Я пытался выкрутить там с точность как можно больше, но все равно очень много ядов не проходит, и, соответственно, урона никакого на старте нету, а без него она, ну, ничего сделать, собственно, и не может. Но когда позволяет условия, она урон на старте прям вносит очень много. Вот что у меня здесь. Куча просвещенности, атаки как можно больше, все это я выкрутил. И у Дуранга я 420 точности добавил. С разлом, ну разлом, правда, он, по-моему, не накладывает же, да, с пассивного. Здесь у нас олень боевой, я ему навыки вкачал 6 штук, он у меня такой серьезный олень. Точности добавил, чтобы еще больше вероятность была наложить. Здесь у нас Фаэса нету. Давайте посмотрим со старта, какой будет урон. Никакого. Вообще никакого. Причем, смотрите, на самом деле урон-то пришел неплохой. Вон они при смерти уже. И у нее показатели повысились. Правда, включилась неуязвимость, все вот это вот. Но она со старта капец сколько нанесла. 188, причем ничего не делая, да? Плюс ко всему, я ей не оставил маску. Чтобы она как можно быстрее боевой использовала. Плюс ко всему, конечно же, ей нужна другая команда. Здесь у нас Фаэса. Фаэсу я стараюсь избегать, потому что с ней сложно наложить яд. Давайте попробуем с маской. У меня, кстати, маски нету, по-моему. Теперь у меня маска есть. Я ее купил, прокачал. Единственное, что, убрав шприц, я, конечно же, потерял очень много урона. Тем более, здесь команда у меня противника. Она с Гришнаром. Здесь куча сопротивления, еще и плащ. Ну, то есть здесь я ничего не сделаю, но все равно на урон посмотреть можно. Какой у нас здесь будет на старте, если вообще будет. Смотрите. Ну вот что вот это такое? Что вот это такое? Понятно, что мы здесь умерли в итоге. Нас асфальта прибило. Но вы посмотрите, как они волка, который без защиты был Гришнар, они волка просто вырубили вместе... Так, с кем еще? По-моему, с Дафной, да? 287 тысяч. Так она у меня плохо одета, да, вот это вот все. Надо учитывать тоже. Никаких пробуждений нету. Интересненько, интересненько. И команда не совсем, конечно, сильная у меня, подходящая. Так, а ну-ка еще раз только с маской. Вот эту команду. Здесь Фаэса нету, яд должен пройти. Ну вот какие-то взрывы прошли. Правда, единственное, что щит уже наложился от оленя. Ну и, собственно, все. Этерил пошла в ход. Надо пробовать, конечно, ловкачом с артефактом. Как это делал у нас на тест-сервере человек, да? Там команда с Гришнаром была, и они ой-ой-ой, что делали. Что творили. Ну а пока что вот как-то так. Наверное, даже маску смысла ставить нету, потому что урон слишком слабый получается. Если хотя бы немного урона добавить. Кстати, я связь стихий убрал. Вот эту вот. Может быть, если я добавлю латера, который у нас добавит просвещенности, то, может быть, будет чуть-чуть побольше урона. И я его попробую увеличить за счет еще вот этого вот предмета. Прям со старта. Я еще тут ключик кому-то давал, по-моему. А нет, ключик я не дал. Я дал вот это. А ну-ка, давайте-ка ключик дадим. Она вообще успеет ударить? Нет, у нее здесь 3 секунды, да? Успеет на эти взрывы сделать, либо нет? Либо сразу помрет. Все-таки 3 секунды это быстрее, чем Аннелизис. Тут иммунитет включается. На Этерил иммунитет, то есть я на нее яд не смог наложить.
Ну, 370, смотрите, просто со старта успела пробить. Там у него был, я так понимаю, артефакт, да, на иммунитет, к ослаблениям и контролю. Ну, в любом случае, интересный персонаж, вот этот Яда. И давайте посмотрим, есть ли она у нас в топе. У нас вот только что закончилась арена клинков. Но, к сожалению, нету здесь ее, никто не стал брать, либо никому не упало. Потому что, возможно, потому что у нас баннер открылся только сегодня. И при раздаче вот этих сундучков, при прокачке наших команд здесь на арене клинков, я так понимаю, она еще не учитывалась. Что ж, давайте еще посмотрим немножечко воронку. Я здесь через ледяной взрыв набиваю 455 миллионов. Понимаю, что мало с Синарелом. Ну, пока только вот так. Я не стремлюсь здесь, конечно, набивать топовые результаты. Я здесь попробовал вот такой командой. Причем с оленем. Можно, конечно, поставить дракончика, но они здесь очень мало живут. Очень мало живут. Причем я пытался бить зеленую голову, она что-то, слишком нереальная. Мне здесь очень не хватает рейты. Калавера здесь, конечно же, не котируется. Где она там? Да ну что ж такое? Вот она. Она у меня тем более без талантов еще. Калавера не котируется совсем. Кстати, босс 3000 защиты. 20 тысяч атаки. Это у нас 4-я воронка. То есть вроде бы ничего не поменялось. Команда та же, только единственное, что я здесь обновил. Вот эти два предмета. Точности я не знаю, будет хватать либо нет. Вот этой 114. Сейчас посмотрим, как он будет накладывать разлом. У него здесь дополнительных источников точности нету. А 4-я воронка требует, напомню, 320. Связь стихий, кстати, у него прокачана ли это, я уже не помню. Да, точность 50 есть. Что ж, давайте посмотрим. И да, разлом накладывается. Видим. Яды тоже 40 штук сразу же на старте. 40-15. Ну, спадают, понятно, спадают. Но потом набираются. То есть, действительно, гораздо меньше точности придется нам набирать. И видим, разлом опять наложился, ослабление наложилось, все наложилось. Я пробовал зеленую голову бить, там с ней, конечно, беда. Вот эти вот удары по площади, штраф к защите всем. Я не знаю, как бить зеленую голову. Может быть, с рейтой что-то получилось, там с рейтой Сагока, может быть. Но без рейты вообще, что-то с Калаверой как-то они не тянут. Но в любом случае, если есть рейта, да, если по-нормальному настроить. Видим, кстати, что Калавера тоже уже понабрала эффектов на просвещенность 60 штук. У Агока их сколько там? 72. У Латера 194. У Твича давно уже 200. Если нормально настроить, то они, в принципе, и на воронке какой-то результат могут выдавать, да, если тем более рейту им дать. Снаряжение нормальное добить, как вот, например, хотя бы как Билдель у меня одето. То они, может быть, даже вполне смогут и на воронке что-то отбивать. Ну, это понятно, что это будет не конкурентный там с неустрашимыми Сауэр и Урон. Но какую-то нишу, может быть, они займут. Правда, единственное, что очень плохо, что Латер ближник. Ну, половину они набивают от Билдель. Если те 400 с копейками, даже не половину, меньше, то здесь они 200 набивают. Да, но разлом стабильно накладывается. Вот такие вот дела. Просто было любопытно. Понимаю, что эта команда вообще не для воронки, но было любопытно посмотреть, как они будут здесь себя вести. На этом пока все. Предлагайте свои варианты, подсказывайте, где я тут туплю, да, либо какие-то вот идеи для тестов. Я просто не знаю даже, где ее потестировать, эту команду. Можно, конечно, попробовать там на какую-нибудь гарпию, да, последнюю 20-ю, она довольно-таки сложная. Единственное, что здесь танчить, наверное, Калавере не получится, она просто сразу умрет.
Нету, посмотрите, что они делают. Ну, это 20-я сложность. Я думал, они сейчас умирать начнут. Не, я понимаю, что 20-я это совсем, да, особенно когда уже 100-й уровни. Но у меня здесь, ну, пробуждения нету, я как-то особо не настраивал. Посмотрите, ну, как бы, да, защиты я и много выкрутил, сундук поставил. Ну, насколько я помню, на последней Гарпии, на 16-й день сезона, ну, вот так легко играть вот такой командой, мне кажется, не получалось. А ну-ка еще раз, только единственное, что сделаем все в правильном порядке. Сначала Twitch, потом она, а потом уже он. Ну, здесь ядов не хватает, явно, да? Чтобы накладывалось. То есть, получается, Твичом ультую с разломом, и яд он уже наложил. Лотер там особо не накладывает. Причем точности здесь тоже 300 надо, да, но они спокойно накладывают, при том, что у него там 114, у нее там, да, 140, то есть замечательно. И давайте я добавлю Дуранга, чтобы он прям на старте там яд накидывал. А ну-ка посмотрим, что изменится. Агука я убрал. Ну, не сильно, конечно, урон получается. Единственное, что вот так вот серией абсолютных навыков можем сразу же добить, когда у нас действует ее болото. Сразу добиваем всех. Если ультуем тут в один момент. 536. Ну, кстати, небольшой показатель. Я помню, Лотер выдавал больше миллиона. Ну, с пробуждениями, правда. Это когда мы еще на первых сезонах играли с Лотером, ну и Ядом тоже. Когда им скоростные прохождения закрывали, я помню, что там были у него показатели заметно выше. Ладно, на этом все. Такие первые поверхностные тестики. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.